Газоанализатор, разработанный учеными Новосибирского академгородка, презентует участникам международной выставки продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского залива. Она пройдет с 21 по 25 февраля в Дубае. Команда разработчиков выехала в Объединенные Арабские Эмираты. Перед этим они побывали в нашей студии, рассказали, чего ждут от этого форума и какие контракты планируют заключить с зарубежными партнерами. С какими наработками едете в Дубай? На какой сегодня стадии работа над газоанализатором? Я так понимаю, сейчас для вас основное – это получить медицинскую лицензию. Да, значит, мы сконцентрированы на получении медицинского сертификата в Евросоюзе сегодня. Дело в том, что медицинский сертификат Евросоюза, он применяется в том числе и в других странах. И по упрощенной форме у них существует соглашение, можно будет зарегистрировать его в США. Это устройство в тех же Эмиратах, Саудовской Аравии, они его готовы принять. Значит, я думаю, это произойдет летом или в конце весны этого года. Значит, нам выдали сроки 3 месяца. Там нужно будет провести некоторые еще исследования на территории ЕС. Значит, все это будем делать через нашу итальянскую компанию. Мы зарегистрировали эту специальную фирму там. И, значит, если говорить об Эмиратах, то, значит, задача провести выставку в течение 5 дней. Вот здесь с воскресенья начинается выставка, мы туда вылетаем в пятницу. Значит, и после этого мы планируем установить устройство в аэропорту Дубай. Это сегодня самый такой большой загруженный аэропорт стал, потому что пандемия не пускает, грубо говоря, туристов. Да, вот Дубай открыт сегодня для всего мира. То есть люди с разных стран прилетают, и у них там большая вспышка сегодня вот этой вот, значит, нового мутации вируса с Южной Африки. Значит, у них там действительно большая проблема с коронавирусом. Не такая, как у нас. У нас на спад пошел. Значит, они заинтересованы. У нас, значит, переговоры будут идти на достаточно высоком уровне. Значит, мы планируем, что в перспективе нескольких месяцев мы сможем зарекомендовать себя там как диагностическое устройство. Пока это будет пробное некое действие. Какой-то тестовый режим, да? Да. Но и участников выставки вы тоже будете тестировать, так сказать, продемонстрируете свой прибор во всей красе. Да, это самая главная задача. То есть придут чиновники местного уровня, они будут наблюдать, как это работает. После этого мы уже будем проводить эксперименты в их лабораториях, в больницах. После этого установим газоанализатор в аэропорту. Это уже не первая поездка в Эмираты. Почему вы видите перспективу сотрудничества именно в этом направлении? И вообще с какими странами, в каких городах еще может появиться новосибирская разработка? Знаете, мы до ковида установили в 12 странах газоанализатор. Мы диагностировали диабет и астму. Значит, вот как начался ковид, мы, соответственно, не смогли перемещаться. И сейчас Эмираты самая доступная для нас страна для посещения. Кроме того, я верю в то, что через них проще будет начинать распространять устройство по другим странам мира, потому что они заинтересованы в развитии своих научных проектов. В планах в перспективе создать совместное предприятие в Эмиратах. Здорово. И вы не останавливаете работу над самим прибором, продолжаете его усовершенствовать, как говорите, можно это до бесконечности делать. Вот сегодня какая у него начинка и что вы хотите добавить, Александр? Из начинки, из того, что можно, опять же, говорить, потому что коммерческая тайна. Там идет поджиг плазмы, в которой сгорает газовоздушная смесь, которую выдыхает человек. А в выдохе человека, помимо стандартного воздуха, которым мы всем дышим, там и СО2 и так далее, содержится еще большое количество летучих органических соединений. И когда они сгорают, по спектру этого сгорания, по спектру этого выдоха, мы можем определять ту или иную болезнь. Сейчас, условно говоря, здесь получается, вот как мы смотрим на картинку, и когда мы пытаемся понять там букву или кошку от собаки отличить, у всего есть свои признаки. У любой болезни на этом спектре, у любой дыхательной системы болезни, есть свои отличительные признаки. Мы их сейчас выявляем и создали нейронную сеть, которая определяет ковид, не ковид. В перспективе, и над этим уже сейчас идет работа, там просто уже гораздо более сложная технология построения нейронной сети, мы можем определять также в одном аппарате астму, тот же диабет, ковид, пневмонии, разные другие заболевания дыхательной системы, там ОРЗ, ОРВИ, рак легких, некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта высвечиваются тоже при выдохе человека.
Но над этим сейчас технология еще идет. Сейчас пока нам удается держать ошибку при распознавании ковида на уровне 15%, что ниже, чем у конкурентов. Понятно. То есть сейчас вы формируете базу, условно говоря, симптомов, а потом прибор сам сможет выставлять диагнозы на основе вот искусственного интеллекта, да? Грубо говоря, да. Только здесь единственное не база симптомов, а база уже самих заболеваний. И опять же, чем больше у нас будет, тем лучше. Здесь проблема получить вот эту вот выборку и подтвержденную выборку с диагнозами конкретного выдоха. Но и не только в медицине можно найти ему применение, как вы сказали, например, в газовой промышленности. В эту сторону подвижки у вас тоже уже есть. Ну, мы на следующей неделе готовим оборудование. Через 3 недели мы планируем отправить первый образец. В Новосюганских болотах идет геологоразведка нефтяных скважин. И подрядчик «Газпрома» попросил нас предоставить им экспериментальное устройство, то есть с целью импортозамещения. Они используют итальянские газовые хроматографы, это дорогостоящее оборудование, то есть наше раз в 10 дешевле. Мы планируем заменить эти устройства в России как минимум, да, но и со временем продавать их, экспортировать за рубеж. То есть пандемия закончится, но газоанализатор не будет пылиться без дела, очень широкий спектр применения. Ну, даже без пандемии. Пандемия нам помогла пролить свет на наше устройство. Мы занимались этим уже несколько лет. То есть ранее мы выявляли диабет, астму, то есть, это было не так интересно людям. Сейчас мы можем говорить о диагностике спортсменов тоже, например, да, определять выдыхаемый СО2 и впитываемый кислород. В принципе, подобные газоанализаторы на Олимпийских играх используются. Там у них единственные другие принципы изготовления. Эти газы, они определяют только кислород, только СО2, например. Мы можем это делать параллельно, видеть СО2 и кислород в выдохе параллельно и ковид, и астму. Сегодня вот точность, насколько мне известно, 85% где-то. Александр, у вас наверняка уже есть планы, как ее повысить. Все равно достаточно высокая, но, наверное, есть куда еще повышать. Да, точность действительно 85%, соответственно, 15% пока еще у нас ошибка. Здесь есть два момента. Момент первый. Данные, сколько мы им можем доверять. Собираемым данным, то есть там насколько у человека действительно ковид по ПЦР-тесту или не ковид. Как известно, у ПЦР-теста тоже есть своя ошибка, что вносит и нам погрешность. Сейчас есть наработки уже имеются и технология в процессе, как нам поднять точность до 95. Я пока не стану раскрывать всех секретов, потому что таких технологий еще нет в мире. То есть если вот текущая 15% ошибка, это мы взяли уже имеющуюся архитектуру нейронной сети, немножко ее адаптировали под нашу задачу, то для других заболеваний и для повышения точности до 95% мы сейчас разрабатываем полностью с нуля свою технологию. Ну, понятно. Пока вот в период пандемии аэропорты — это вот первое место, да, куда вы нацелены. И в российских они ведь тоже появятся? Или уже в Толмачево мы имеем это устройство, мы приезжаем в Толмачево и тестируем прилетающих с разных стран. У нас рейсы, там, по-моему, Занзибар, Анталия, Дубай тот же. Вот мы, те, кто идут сдавать тесты на ПЦР в аэропорту, там стоит наш газоанализатор, и мы тестируем этих посетителей. Исследование с участием новосибирцев, которое недавно проводилось, сегодня оно на какой стадии? Скольких человек вы проверили на коронавирус? Какие результаты? Оправдались ли ваши ожидания по этому эксперименту? Мы перманентно проводим исследования такие. У нас в день тестируется там около 40 человек. Мы выезжаем даже на дом к людям, у которых есть положительный тест на ковид. Мы связываемся с больницами. Вот сегодня мы разговаривали с первым ковидным госпиталем Новосибирска. Значит, мы будем, через 2 недели там опять, у нас был уже опыт тестирования людей в ковидных госпиталях, но вот это новый госпиталь, мы будем через 2 недели там тестировать, больных, да. Как экспериментальная методика, грубо говоря, бесплатные тесты населения, мы провели, по-моему, около 200 с чем-то тестов за 3 дня, но это немного для нас, то есть мы проводим больше. В экспоцентре вы сможете проходить такие тесты, практически каждую выставку в нашем Новосибирском. Там стоит этот газоанализатор. Я желаю вам успехов в предстоящей поездке. Спасибо, что к нам пришли. Спасибо вам за время.